Итак, други мои, всем доброго вечера. Наконец-то руки дошли до этой лекции, потому как, никак не могу найти время. И получается то одно, то второе. Но все же сниму продолжение вопроса ведьме, потому что очень много тем, которые нужно обсудить, во-первых. И во-вторых, советую вам прослушать вот эти серии работ, которые я снимаю. Часть, там, первая, вторая, третья. Сегодня круглая дата. 25-я часть. Но помимо этого, у меня есть очень много лекций о загробном мире, мир духов, все о смерти и так далее. Почему я это все снимаю? Потому что помимо жизни у нас еще и смерть существует. Смерть – это часть мироздания. На этом жизнь не заканчивается. Сегодня утром я проснулась и такая мысль первый раз за 45 лет настолько жива и вот даже не знаю, как объяснить. Вот настолько четко я осознала эту мысль. Просто пришло такое четкое осознание, насколько хрупкая жизнь у человека. Я думаю, вот мое тело, я внутри этого тела, моя сущность живет. И ведь если, например, вот я сейчас вот лежа умру, я ж ничего не смогу сделать. Ничем. Мое тело мне не подчинится, оно просто умрет. Вот вы представьте процессы внутри человека. Сердце останавливается, например, да? И человек ничего не может сделать, чтобы помочь, чтобы это сердце дальше работало. Отключается, замирает сердце. Бывает же иногда, особенно чем старше мы становимся, например, какие-то нехорошие сцены смотрим по телевизору. Например, как в Курске в лесах находили останки детей, бедные дети, которые с учительницей пытались сбежать. И у каждого человека перед глазами его ребенок. Глядя на этих детей, ты просто видишь черты своего ребенка. И ты понимаешь, что это такие же дети, и это могло случиться и с твоим ребенком. Ты ничем не лучше. И вот, глядя на эти видеокадры, у меня просто резко замерло сердце. Я поняла, что, я отключаюсь, обморочное какое-то состояние. Мне стало плохо. Я так присела, чувствую, по всему телу холод пошел. Как-то все уже, как в аквариуме, в ушах начался звон. И я думаю, твою дивизию, мне плохо, я сейчас упаду. Хорошо была не одна дома. Схватили за руку, усадили, дали воды, и как-то легче стало. Просто от увиденного, непроизвольно, понимаете, в молодости мы сильнее намного. На самом деле, мудрости меньше, в башке ветер гуляет, любовь, морковь, там туда-сюда, с ума сходим. Но морально сильнее, наверное. Не в том плане, просто у нас организм. Мы посмотрели, да, распереживались, но пошли дальше жить. Так мы устроены, иначе никто не доживет до старости. Но когда становишься старше, есть что терять, уже дети появляются, у кого-то внуки. И такие сцены, видишь, прям твой организм реагирует сам по себе без твоего желания. И ты понимаешь, да что ж такое, вот такое мне покажут, например, да, и я просто на месте, мне станет плохо. Инфаркты, инсульты же не просто так происходит. Человек что-то услышал, поразился, плохо стало, умер. И я задумалась, никогда не задумывалась настолько. Я просто думаю, все мы недовольны своим телом, то мы там полнеем, то что-то уже не так, как раньше. Ты радуйся, что ты вообще встала,
и видишь мир. Потому что когда ты уйдешь, никто не будет помнить, сколько ты весела, и что будут помнить твои дела. Но понимаете, как становится страшно, что ты не контролируешь ничего, не будешь контролировать. В какой-то момент просто смерть, она придет, и что ты сделаешь? Вот начнет у тебя сердце останавливаться ночью, лежишь, ты не сможешь ни докричаться, ни встать, ни там что-то, ничего. Просто уйдешь и все. Потому что вот пришло время, тебя никто не спрашивает. Понимаете, как мы не ценим вот то, что у нас каждое мгновение, на что мы тратим эту жизнь. И я вот когда поехала на похороны тети моей, она мне очень часто снится вообще в последнее время. Я смотрю на нее. Во-первых, она была цветущая, полная женщина, красивая. Там лежит вообще непонятно что, килограмм 40. Потому что онкология, рак сожрал ее. Но я вот просто не могу понять и смириться с тем, что все закончилось. Я смотрю и думаю, и все, что ли? Вот так и должно быть. То есть вот эта вся огромная жизнь, эти все вместе проведенные праздники, ее юморной характер, как она там разыгрывала что-то, записывали ее там песни, шутки и так далее. Я смотрю на вот то, что от нее осталось, и думаю, вот и все. Я все время повторяла, ну вот и все. Автоматически как-то. То есть я не могла понять, я хотела до своего мозга донести, что все заканчивается. Вот так закончилось все. Представь себе все. Ты думаешь, ну как так вообще? Бабушка моя, мамина мать, ну вот она умерла несколько лет назад тоже, уже в старости. Огромная жизнь, учительница, 5 детей, 6-й ребенок у нее не выжил. Ну, там была вина председателя нашего села. Повел себя не по-человечески. После этого у него стресс случился, в общем. Вот, ладно, плевать, он тоже свое получил. И иногда природа забирает и больных детей. Может быть, так нужно было, чтобы он не страдал, кто его знает. Но в любом случае столько детей, хозяйство, значит, коровы, гуси, куры, я не знаю, школа. Все на свете, насыщенная жизнь. Всех детей вырастила, дала им образование, выучила, выдала замуж, женила, там, приданый. Понимаете, вот огромная жизнь с моим дедом. И все. И все закончилось. Все закончилось там ящиком одним, 2 метра земли, закрыли, поплакали, поставили свечи, и каждый пошел по своим делам. Насколько это все вот ни о чем. Поэтому я, когда говорю, ну, тратьте с пользой свою жизнь, ребята. Ну, у меня уже приближается это время, поэтому я начинаю задумываться над этим. Рубеж у нас 53. Ну, если я захочу, ежели захочу продлить свою жизнь, если я попрошу, то я проживу дольше. Но рубеж у меня 53. Я знаю это и не о чем думать. Дед у меня ушел в 53. Он тоже определенными, неопределенными, а очень сильным. Он был медиум просто. Но поскольку он отказывался, не хотел ни в какую, его забрали, и родилась я. Кто-то должен был эту силу тянуть. Я уйду в 53. Тройка в моей жизни играет такую важную роль. Каждое число, 3, у меня что-то случается.
3 месяца началась лейкемия. В 3 года я чуть не погибла. Я об этом рассказывала, когда за голубем выскочила на эту транскавказскую магистраль. И чуть не оказалась под колесами огромной фуры. И вышел водитель, оглянулся, сел уже, чтобы поехать. Бабка моя успела, остановила. Он сказал, что всю дорогу на трассе появлялась женщина, которая... Серб он был, он приезжал потом к нам. Возил что-то, какой-то груз в Армению, вот туда-сюда. В общем, и вот когда обратно ехал, под колесами оказалась я. Почти. Что женщина всю дорогу, значит, стояла на дороге, прям женская женщина, и рукой останавливала его, прям посреди дороги. Он говорит, я сигналю, потом останавливаюсь, говорю, сумасшедшая, что ли? Вышел поругаться, ее нету. И вот 3-й раз, когда он увидел эту женщину, остановился, уже хотел уехать, и моя бабушка успела там, рукой сделала, остановила его, и он увидел на свой ужас, что на полметра до его машины я стою с этим голубем. Дед мой принес мне подарок. Он крыло сломал, его лечили, и он принес, чтобы я его выходила. Научилась обращаться. И вот мы играли с этим голубем, и он меня повел туда. В 13 лет у меня воспаление легких началось, и я, уже уходила, и эти все видения начали приходить и прочее. Не хочу рассказывать. 23 года рожала ребенка, чуть не умерла. В 33 года мне удалили глаз. В 43 года еще делала операцию, не буду говорить, неважно это. Зачем это? Все прошло, я сама сделала, и все закончилось. И в 53 года я уйду. Но если я пожелаю, потому что мне уже спросили не раз, пожелаешь, оставим. Я вот сижу, думаю, вы знаете, я уйду, но останутся мои солдаты, мои работы. Я бы могла сидеть и зарабатывать себе миллионы. Однако я больше уделяю времени тому, что называется вечность. Отдаю вам, вашим детям, внукам, правнукам. Меня не будет. А вот та армия, которую я вам подарила, вас будет защищать, помогать. И когда я уйду, мои работы еще сильнее станут. Потому что всегда, когда уходит автор, покровительствует своим работам оттуда. И вот в 53 я уйду. Потому что мне несколько дат называли, но вот уже много, много лет, уже лет 5-6, я знаю точно, что 53. Тройка, она не случайна в моей жизни. И, наверное, поэтому я потихоньку начинаю понимать, что такое смерть. Мне показывают те миры, чтобы я не боялась, знала, куда я пойду. Я уже была там, поэтому я не боюсь вообще. Это может понять тот человек, который был при смерти. Ты выходишь из своего тела. Вот как вам объяснить? Вот вы сидите там, пьете чай, да? Вы же себя чувствуете, вот вы сидите там. Вот точно так же ты себя чувствуешь. Просто что-то там лежит, как бы твое тело, которое ты не хочешь видеть вообще. Это как мешок с тухлым мясом, который ты на себя носишь. Вот честно, ты захочешь обратно это на себя завалить и пойти? Вообще не хочется. Это не ты. Это тот образ, который тебе дали, земной твой образ. Не хочу я туда обратно. Я все время пыталась убежать, меня обратно просто отправляли. Я когда осознавала, что я умираю, что я вот между мирами, и моя душа вышла, тело еще живое. Вот как я, например, говорю, как я спасаю людей, которые при смерти. Я держу их душу здесь, пока врачи сделают с телом такое, чтобы душа могла вернуться в это тело. Зашьют и соберут по кускам, чтобы оно функционировало. Потому что тело – это как антенна, которая принимает эту душу. Если антенна сломленная, то эти сигналы не ловит, что ты хочешь, что и делай. А когда его уже приклеили, сделали, все ловит. То же самое. Если тело более-менее может двигаться, и она
как-то восстанавливает функцию там кровообращения и так далее, то возвращается. Когда ваши родные долго, находясь в коме, уходят, поймите одну вещь, они сами выбирают уйти. Они смотрят на это тело и понимают, я вернусь туда, я не смогу ни встать, ни говорить, я не хочу жить как овощ. Свобода, я хочу уйти. Вот поэтому не плачьте. Да, это больно, это тоска, это ощущение потери. Я говорю, ну и, конечно, я сама рыдала, когда ее не стало. Мне было очень больно. Я не хотела ее отпускать. Это родная душа, хотя бы кто-то меня любил, и я знаю, что она всегда мне будет рада. И первым делом мне написали, когда она умерла, из всех родственников. Написала ее внучка, моя племянница, что я знаю, что ты ее очень любишь, поэтому я тебе написала, что ее больше нет. А я чувствовала, что это будет, но отгоняла эти мысли. А потом она начала приходить, говорить о том, что у нее будет новый дом скоро. Я пишу ее дочери, моей сестре двоюродной, я говорю. Она сказала, посмотри, у меня скоро новый дом. Вот мне новый дом купили, я скоро перееду туда. Там так красиво, прям просторно, красиво. И она говорит, ты знаешь, почему так? У нее там ей плохо стало, говорит, у меня прям волосы дыбом. Потому что они уже делают ей это, уже все это забетонировали, красиво, там памятник ставят. Вот она мне и пришла и поделилась, что ей понравился дом у нее. Ей скоро перееду туда. Вечность. Так вот, хочу ли я в эту вечность? Честно, хочу. Я иногда хочу людям сказать, отпустите меня, пожалуйста. Друзья мои, отпустите. Я вообще не жалею ни о чем. Я столько сделала, вот правда, это не гордость. Другие люди делали еще больше, но именно вот в магии я побила все рекорды. Я столько дала людям, что я так спокойно могу идти, вообще не боясь. На любую тематику я сняла лекцию, дала работы. И я знаю, что люди будут меня, то есть себя спасать и моими лекциями и моими работами от судов, от нищеты, от разорения. Я увидела результат, сколько людей купили дома, у скольких родились дети, сколько людей смогли спасти своих сыновей оттуда, сколько людей смогли, не знаю, подняться из нищеты. Это огромный труд. И уже мне не страшно уйти, правда. Вообще не страшно. Единственное, что сын, ну, у него своя жизнь будет, они взрослые, сами понимаете прекрасно. Они понимают нас, когда у них самих появляются дети, они понимают, что они для нас всегда будут. Вот этот комочек, он мне когда, мам, ты со мной так разговариваешь, как будто я младенец. Я говорю, ты понимаешь, что перед моими глазами ты всегда вот этот масенький, который по ночам плакал, и я переживала, что он там не захлебнулся, не задохнулся, вечно вскакивала смотреть, проверять. Ты таким останешься для меня. Я не вижу в тебе взрослого. Я понимаю, что ты взрослый человек, и ты растешь. Это понятно, это нормально. Но ты меня поймешь, когда у тебя свой сын будет. Когда моя сестра говорила, я никогда в жизни своего ребенка не накажу. А потом, помню, когда она дала ей по заднице, и я говорю, ты помнишь, ты что говорила? Ну, ей же задело. Задело, конечно. А тебя не задело. Так что у сына будет своя жизнь. Кошки, собаки. Да, вот их жаль. Поэтому я не хотела бы их бросить. Но я очень боюсь, что к тому времени у них короткая жизнь. Понимаете? Увы. Ладно, не будем о грустном. Хотя это не грустно. У меня это не суицидные мысли, и не отчаяние, и не желание там, не хочу. Поймите правильно.
Я жду смерти как праздника, что я домой вернусь из этого грязного мира, из этого неблагодарного мира, где полно людей бездушных, где проходят мимо больной кошки собаки и звонят туда-сюда по этим службам. Заберите, а вы что, не можете забрать? Так интересно, вот когда есть женщина, она монахиня, спасибо ей большое. Я несколько раз отправляла и еще отправлю. Вот монахиня она, человек с большой душой, спасает кошек, собак. И вот когда ей говорят, вот заберите, меня так это возмущает. Здоровые лбы, маленькая кися, ну заберите в больницу, вылечите, пристройте. Почему сваливаете все на людей, которые обязаны за вас думать и делать? Не знаю, хочу ли я слишком долго жить в мире, в таком жестоком, где можно резать человеку голову без сожаления, не переживая, где можно стрелять по детям, которые в лесу прячутся с учительницей. Хочу ли я в этом мире жить? Ужасная картина перед глазами, эти скелетированные детки, и лица сохранились, и на лицах это выражение ужаса. Чем больше думаешь, тем тяжелее быть в этом мире. Вы знаете, может быть, те, которые заняты только своим желудком и там кушать, пить, шашлыки, машлики, они, может, и хотят до миллиона лет жить, да, потому что, у них нет мозгов, чтобы думать. Они как те животные, которые жуют, и хорошо. Сегодня покушали, и отлично, понимаете, поели, и можно и поспать. Поспали, можно и поесть. Им легче, им гораздо легче жить. Они не думают ни о чем. Какая родина, какие там земли, какие погибшие. Господи, зачем мне это надо? Мне главное покушать хорошо. И вот смотрите, эти бесконечные свадьбы, банкеты. Им, может быть, и легко жить. А вот думающему человеку, у которого душа болит, который тащит этот груз мира, был такой армянский писатель, сатирик, поэт Севак, псевдоним. Его убили КГБшники, кстати говоря. Вот такой был человек-бунтарь. Вы не думаете, что только сейчас преследуют людей и доносы пишут и строчат. Во все времена это было. И у него есть такие строки. Есть человек, сейчас я даже найду. Текст очень бледно написан, но, надеюсь, прочту. Есть люди, которые сели на мир верхом. Есть люди, которые мир на себе несут. Ты делал ошибки, но людям не врал притом. Теряя одно, обретал ты другое тут. Скользил ты и падал, но вновь поднимался вверх, чтоб крылья обрести, на мир с высоты глядеть, чтоб видеть и чувствовать свой столь недолгий век, грустить проигравший и выиграв песни петь. Возвыситься немилосердной судьбе назло, чтоб правды края увидеть и обмана центр. Всю несправедливость, как не было б тяжело увидеть в изменчивом лживом ее лице. Ужасно вообще, как-то вот бледно. Так. Не, плохо видно, даже не могу. И снова вот этот припев. Есть люди, которые сели на мир верхом. Есть люди, которые мир на себе несут. Ты делал ошибки, но людям не врал при том. Теряя одно, обретал ты другое тут. Вот верхом, кто сидит на мире, им, конечно, легче. Итак, немного пофилософствовали и хорошо. Вопросы ведьме, часть 25. Начнем.
те вопросы, которые я еще не озвучила. Так, так, так. Угу. Ой-ой-ой, где же? Вот. Многие люди, когда ходят ко всяким магуям, для того, чтобы просто им что-нибудь сказать, придумать, там говорят следующее. Вот у вас сила, не принимайте. Ну, мы это уже слышали, да? Силу не принимайте. К пенсии ближе уже все ведьмами хотят стать. Нет понятия не принимать силу. Ты не имеешь никакого права ее не принимать. Есть понятие болезни ведьмы или шаманская болезнь называется, когда она тебя испытывает, переворачивает наизнанку, болеешь и прочее, прочее, а потом ты приходишь к этому. Но приходишь в молодом возрасте, и уже к среднему возрасту ты признанный мастер. Нет такого, что в 70 лет, 50 лет какую-то силу надо принимать. Ты ведьма, поэтому у тебя проблемы. Не верьте этой херне. И вторая уловка. У вас колдуны были, ведьмы были в роду, поэтому вы проклятые. Вот у вас это дела плохо идут. Очередная чушь. Род ведьмы и колдунов очень благодатный, очень, скажем, такой добротный. Дети здоровые. Все обучаются, все богатеют, все живут в достатке, у всех все хорошо. Если человеку дали эту силу, значит, дали и защиту его роду. Об этом уже было сказано. Это ерунда полнейшая. Род сильный, как просто дерево, знаете, могучее, как дуб. Смерти случаются очень редко. Вот у моей бабушки ребенок этот умер, маленький, родился и умер. И если бы моя прабабушка Марта была живая, то все бы обошлось. Но она конфликтовала с этим председателем, пришла домой, разнервничалась. Дед хотел ее отвезти в больницу, она была немножко капризная женщина, отказалась. Это по ее вине и по ее ошибке. Она себе это не прощала долго. Но само по себе такого настолько редко, раз в 100 лет может случиться, а может вообще не случиться. Чтобы кто-то умер насильственной смертью, не своей смертью. Ни одного случая. У каждого свой срок. Каждый живет столько, сколько дано. Но при всем этом эти люди создают семью, какое-то свое дело, обучают и поднимают своих детей. У них дети, внуки, правнуки. И вот эта сила оберегает весь этот род. Не всем дано. Это не означает, что если они потомки колдуна, то им всем... Но у них очень сильное чутье, у них очень сильная защита. Они талантливые люди, сильные от природы. И через раз в 50 лет, 30 лет кто-то в роду обязательно эту силу перенимает и дальше несет. Бывает иногда, что прерывается, закрывается. То есть все на одном закончилось, дальше не пошло. Так бывает, но очень, очень редко. Но это не означает, что род от этого страдает. Нет такого понятия, что в роду были ведьмы-колдуны, поэтому какой-то там грех совершили. Поменьше слушайте сказки этих товарищей. Для кого-то грех, а для кого-то подвиг и служение богам своего рода. Понимаете, родным богам. Поэтому такого нет. Это миф, это ерунда. Если вам такое говорят, это просто человек, который не знает, что сказать. Ему нужно на вас заработать. Вот он и несет эту ахинею. Следующее. Конечно, надо быть достойным человеком. Конечно, нужно стремиться, чтобы
быть приятным собеседником, развивать свою речь, знания. Это элементарное уважение к своему зрителю. Если ты писатель, уважение к твоему читателю. Если ты артист, это уважение к своему зрителю, опять же. Если ты человек общественный. Каждая профессия нужна. Если бы Пушкин клал рельсы, знаете, мы бы не получали... То есть сейчас до нас бы не дошли его шедевры. Кто-то тоже может подумать, что он ерундой занимался, а мог бы пойти на заводе работать. Каждому свое. Есть еще и духовная пища. Не могут люди только магазины открывать, продавать и покупать. Люди хотят еще и книги читать, и в театр сходить, и на концерте, и балет увидеть, и так далее. Поэтому каждая сфера человеческой деятельности полезна и нужна. Журналисты находят какие-то статьи, но сейчас журналисты уже продажные стали в основном, ерундой занимаются, абсолютно безграмотные, где-нибудь там что-нибудь случится, бегут как стервятники на крови людей, себе сюжеты зарабатывает. Мы говорим не об этих журналистах, а людях, которые в горячих точках, которые снимают, доносят, показывают нам правду. Это что же нужно, правда? Кто-то должен учить. Учитель ничего не продает, ничего не производит, но учит и воспитывает поколение людей. Певец тоже ничего не производит и не продает. Но он дает эстетическое удовольствие. Переносят волнами. Понимаете, ваша душа получает эту огромную, мощную энергию искусства. И дает вам возможность идти дальше и жить. Тискоридзе, когда сломал лодыжку, по-моему, и ему операцию делали, он долгое время не мог выступать. И он говорит, в Германии ему сделали операцию, и он врачу сказал, вы знаете, доктор, вот я смотрю, у вас полезная профессия, вы врач, вы всю жизнь будете востребованы. Что бы вы там ни делали, даже если у вас там руки или ноги не будет, вы все равно будете врачом. Представьте, насколько у меня бесполезная профессия, что вот одна травма может лишить меня возможности вообще дальше продолжать свою карьеру. И врач сказал, вы зря так говорите. Вот смотрите, я оперирую людей, там, спасаю, жизни. И потом мне хочется хотя бы иногда пойти посмотреть на балет, чтобы исцелиться душой, захотеть дальше жить. Мне же тоже нужна духовная пища. Я не могу только оперировать, у меня начнется выгорание. Я исчерпаюсь как человек. Мне же где-то нужно брать энергию жизненную, чтобы хотеть жить и дальше оперировать. Я говорю, тогда понял, что каждая профессия нужна. Ну, каждый талантливый человек, творческий человек, он всю жизнь сомневается, он всю жизнь себя ест. А правильно ли я выбрал дорогу? А какая польза от моей работы? А может, мне лучше было бы... Я иногда говорю, может, мне лучше было бы врачом родиться или там иметь предрасположение к этой профессии. Расположенность, неправильно сказала. Может, мне надо было, не знаю, поваром родиться и готовить еду людям. Может, надо было родиться воином и воевать. Но с другой стороны, а ведь то, что я отдаю людям, тоже нужно. Людям нужна надежда, помощь. Нужно, чтобы кто-то объяснил, как обращаться к этим силам и получить эту помощь от этих сил. Значит, это тоже важная профессия. Я к тому, что обнуляют какую-либо профессию и то есть считают это несерьезным люди, которые сами абсолютно ничем не заняты. Потому что каждая профессия, каждая профессия нужна и важна. Это, слова не просто так сказаны. И актер нужен. Раньше считалось это несерьезным и приравнивалось это как бы
продажей, знаете, тела. Практически одного уровня считались актеры и вот эти вот продажные женщины и прочее. Потому что, ну, какая там, что за несерьезная профессия притворяться кем-то. Но мы же понимаем, что они показывают некий образ того же исторического персонажа, и мы можем более в живом понимании это ощутить. Или тоже Юрий Озеров, например, «Великая битва». Это же величайшая картина. Они не играют, они живут там. И видя эту всю работу, мы имеем представление, что там происходило. Хотя бы процентов на, не знаю, 70 понимаем, что там люди испытали, какие лишения, как отдавались молодые жизни, как они, что было впереди. Правда? Вот о чем речь. И в конце концов это боги определяют, кем мы будем. Я веду к тому, что некоторые люди стремятся понравиться обществу, толпе. Да, надо быть достойным человеком, надо правильно делать свою работу, но всегда стремитесь, чтобы вами были довольны боги, чтобы вы не нарушали вселенские законы, не переступали эти законы, и чтобы они, хранители мироздания и дарители судеб людям, были вами довольны. Это самое важное. Потому что люди изменчивы. Люди могут предать. Сколько бы вы ни сделали добра людям, они могут об этом забыть. А вот вселенские силы, они будут за вас. Поэтому стремитесь сначала понравиться тем силам, которые имеют власть над вашей судьбой, судьбой мироздания. И тогда вы будете в безопасности. Я к тому, что люди иногда, знаете, некоторые товарищи, называя себя ведьмами, надеются на закон, надеются на судью, надеются на милицию, на прокуратуру, еще на кого-то. А надеяться нужно на силы. И те люди, которые надеются на мирские власти, они всегда проигрывают. У них, значит, веры не хватает. Или знаний не хватает. Или они притворяются ведьмами, но ими не являются. А когда человек надеется именно на эти силы, он всегда выигрывает. Как ни странно. Надейтесь не на смертных людей, а на бессмертных богов. Так, дальше вопрос. Значит, пришел такой вопрос. Могут ли ведьму отвлекать или запугивать во время работы дикие животные, если эта работа проводится на кладбище, и если для нее реальная угроза? Ну, хочу сказать следующее. Я знаю, о чем речь. Мне примерно передали. В общем, есть такая великая ведьма какая-то, которая делала рассорки. У нее там любимая тема рассорки. Она, наверное, думает, что человечеству эти рассорки настолько были нужны, что просто надо рисковать жизнью, идти туда. Что такое рассорки? Это когда твои мама с папой бьют друг друга смертным боем, дети плачут, а любовница потирает руки и радостно ждет папашу вашего к себе. Вот это и есть рассорка. И определенные самки оплачивают эту рассорку. Ну, те, которые играют в магию, у них и так ничего не получается в любом случае, но моральная часть, да, этой стороны очень, точнее, моральная сторона этого всего очень сильно настораживает. Я не думаю, что вселенной рассорки эти были настолько важны и нужны, что надо было рисковать жизнью ради того, чтобы, вопреки всему, даже учитывая, что там могут дикие хищные животные, да, гулять, идти эти рассорки вот прямо сломя голову делать. Дам небольшую подсказку.
магия, она не вся кладбищенская. На кладбище вообще очень редко ходили, когда нужно было скидывать болезни людей или делать порчу кладбищенскую, например. Но основное количество, 90% работы в магии можно вполне спокойно делать в тишине, в покое, в такой обстановке. Эти люди для чего туда тащатся? Для того, чтобы сделать видеоролики, то есть видео отчет отправлять своим этим клиентам. Что, мол, вот видите, я ж там, вот произношу твое имя, делаю. Вот доказательство того, что я это делаю. Получится или нет, не знаю, но я ж не обманываю, я же делаю, вот. Дело в том, что когда я работаю с человеком, я могу что-то показать ему, но имею право ничего не показывать, что, собственно, и делается. Это таинство. Я дарю работу, которую человек берет и делает точно так же тайно, закрыто для себя. Уже перед всем миром не показывает это. Но я же должна как-то научить этого человека. Мне приходится снимать. А ему не надо это открыто показывать. То же самое здесь. Это таинство. Ты не обязана снимать и показывать, как ты работаешь с человеком. Ты обязан только одно – результат показать. Если у тебя есть результат, если человек доволен, все. Как ты этого добилась, никого вообще не должно волновать. Ты одну свечу поставила, начитала, попросила силы, этого достаточно. Или окно открыла, начитала. Или на фотографию человека начитала. У тебя есть результат, все. И как ты достигла этого результата, это уже твое личное. То же самое здесь. Зачем тащиться, особенно в такое холодное время, еще и туда, где хищники, значит, ходят открыто там все. Для чего? Чтобы напали? Ну, во-первых, настоящих ведьм не гонят с погостов. Начнем с этого. Погостные духи всегда доброжелательны к ведьмам. Кошки и собаки, которые там обитают, которых приводит тот же самый погостник, они никогда тебе не навредят или не сделают что-то плохое. Их присутствие говорит о том, что тебя слышат. Потом, не искушай судьбу, не испытывай терпения сил. Если тебя туда гонят, не надо туда тащиться. Тебя уже гонят хищниками, значит, ты там неинтересно. Души людей, которые принимают тебя и с которыми ты можешь работать, ну, не будут они тебя гнать. Ни хищниками, ни ужасами, ни страстями, никак. Это первый признак того, что ты нарушаешь их покой, и им надоело. И это предупреждение, как там, предупредительный. Следующий уже может быть в лоб. Вполне. Так что ведьм не гонят. Если ее гонят, значит, она не ведьма. Я не вижу такой великой потребности вселенской в этих аморальных рассорках для того, чтобы рисковать жизнью и пойти туда, тащиться. Рассорки очень простые. Существует с фотографиями людей сжигание этой фотографии, определенных слов. Потом эти фотографии просто закапываются в разных местах. Не на кладбище. Есть другое. Отдельные фотографии, сжигается пепел и по разным местам высыпается с окна. Есть с куклами, которых спиной друг к другу привязывают. Вот учу, видишь? Замечательная рассорка. Не надо жопу свою морозить, там ходить по кладбищам, еще и чтобы волки и тигры, еще кто-нибудь тебя там того, этого самого. Ради рассорок рискуем жизнью. Делать мне больше нехер туда тащиться посреди зимы, кому-то рассорки делать. Я лучше этого, кто хочет рассорки, пошлю на 3 буквы и дальше буду спокойно, безопасно работать. Вот и весь сказ. Дальше. Вторая легенда о том, что ведьмы, колдуны, средневековья, ну, в общем, для того, чтобы продать вот эти какие-то пластмассовые бусы, сочиняются всякие легенды.
Я думаю, что они, конечно, слушают, и они, конечно, это все услышат, и у них задница будет гореть, но это их проблемы. Детский сад «Бусяшка». Не буду называть город какой-то, который Ведьмовской, поэтому там все эти бусы заряженные особенно сильные. Вы знаете, через дорогу у нас тоже дом, где жил знаменитый врач в XVIII веке. И что теперь? Мне там пойти зарядить бусы, и после этого все будут врачами. Какая разница, кто там где жил, в каких-то кварталах. Кварталы ведьм, ведьмы в специальном месте жили, вместе колдовали, вступали в браки. У них были целые ведьмовские кланы, каждый из них что-то один гадал, другой там что-то. Что за идиотизм? Ведьмы вообще между собой особо не контактируют, редко могут общаться, и то они живут всегда далеко. Сила всегда держит далеко. Ведьмы, ведьмаки друг за другом замужем. Очередная чушь. Нет этого. Они, во-первых, очень ревностно относятся к своему ремеслу. Во-вторых, у каждого своя аудитория. Они не любят быть рядом. Нет никаких кварталов ведьм. Ведьмы живут обособленно. Они не собирают вокруг себя там еще кого-то. Ковины и прочее. Они, конечно, существовали, но только при условии, что один сильнее, другие подчиняются. Но ведьмы не любят никому подчиняться. Так что один раз в жизни у меня был такой опыт, когда я хотела просто понять, действительно ли, есть. Это еще в начале пути, когда я хотела понять, вот люди силы, все они себя за людей силы выдают. Понять, эти люди, правда, правда столько людей обладают этой силой. Я начала собирать просто для общения людей и поняла, что сплошной аферизм, что эти люди силы, так называемые, ничем не обладают, ничего не знают, ничего не понимают. Пришли для того, чтобы у меня спросить, что, как и чего. И после этого я зареклась от этого понятия ковен и прочее, и поняла, что это все фигня абсолютная. Так что смешно. Какие-то специально мистические города, какие-то специально ведьмовские кварталы, какие-то ведьмы, которые вместе поднимались в астрал, какие-то... Бывали, что ведьмы собирались, например, для того, чтобы спасти свою страну, как это сделали ведьмы во времена Елизаветы Английской, и потопили испанский флот. Ни с того ни с сего поднялся ветер, и действительно флот потопили. И спасли Англию, потому что они понимали прекрасно, что инквизиторы испанские, если победят, то от них и мокрого места не останется. При Елизавете было послабление, то есть не трогали людей именно касаемо веры и своих личных каких-то верований. И вот поэтому у них была цель объединить силы, чтобы это сделать. Вот они собрались, все, кто хотел, а может быть, и были и обычные люди с ними вместе, как обычно бывает, как у нас прямой эфир все вместе проводим. Вот так они провели и спасли свою страну. Но чтобы они вместе жили, чтобы они вместе там какие-то кварталы создавали, нет. Они не выдержат вместе и полдня. Они не дружат между собой. Они могут общаться, могут держать нейтралитет, просто поддерживать хорошие отношения. Но дружбы, вот такой, как вы понимаете, подругами и так далее, не бывают ведьмы. Не бывают. Не дает сила им вместе быть. У каждого своя аудитория. Если они общаются, это значит, она здесь живет, а другая должна жить, не знаю, в Скандинавии, а третья в Австралии. Вот так они пообщаются пару раз, там что-то спросят друг у друга, какие-то советы. Это возможно. Но жить вместе, создавать какие-то кланы, вместе выходить замуж, детей женить, нету этого, не существует. Невозможно, не смогут, слишком сильные характеры. Один другому что-то не так скажет. У каждого свой стиль работы. Нет такого, что вот ты вот так делаешь. Есть, конечно, общие правила, есть вопиющие случаи, когда ты понимаешь, что здесь колдовством и не пахнет, ерунда какая-то. Это другой момент. Но именно если есть люди, которые дают результаты, у которых есть это. Потому что ведьма – это не просто ритуалы. Ведьма – это ясновидение. Ведьма – это знание трав.
пускай не очень, там кто-то знает больше, пользуется этим, кто-то меньше, но они понимают в этом. Ведьма — это знание камней, природные причем, семейные знания, понимаете, которые потом можно развивать, сейчас интернет есть. Ведьма — это та, которая создала свои наработки. Не обязательно у нее там должен быть блог и всем подарить. Может быть, есть ведьма, которая для себя только. Но обязательно свои наработки. Это и есть книга теней, которая, то есть она делала, она для себя делала, это помогает. Вот создались новые работы, которые будут передаваться потом в семье или еще где-нибудь выплывут и так далее. Ведьма — это работа день и ночь. С ней не просто и нелегко. Ей нет времени чай, кофе, ля-ля, тополя с подружками. Понимаете, вы не сравниваете вот эти все компании малолетних дурочек или идиоток, которые там корчат из себя ведьмы. Все, кому не лень, всем непонятным существам хочется быть ведьмами. И они то по клубам шастают, то какие-то татуировки набивают. Это не значит, что они ведьмы. Это значит, что им просто делать нефиг. Это значит, что им хочется быть какими-то необычными. Но это игра как такая. Это глупая детская игра, но это не работа ведьмы, это не магия. А те, которые на самом деле работают, какая подружка мне? Вот какая. Я весь день сейчас снимаю, потом я даже, извиняюсь, чай не попила еще. За который час? Вот, 17:10. Какой видовской квартал, какие посиделки с ведьмами, какие ковины, какие там обсуждения, какие там ведьминые кварталы, какие там объединенные ведьминые дебаты. Что за хрень? Ну, рассчитано на кого? На дураков? Может быть. Все, друзья мои. Пока на этом все. Немножко сегодня философский такой получился у нас с вами. Вот это вот ролик, да, лекция. Но это тоже нужно, не без этого. Это тоже помогает людям разбудить в них вот все человеческие ценности, качества и прочее. Потом перейду уже на другие вопросы. Все же еще раз советую смотреть вам эту серию роликов, потому что там есть очень много вопросов, которые у вас, может, возникали. Вот вы как раз ответ на них найдете. Всем удачи и всех благ.